Вот эту настройку обязательно включаю. Это как раз то самое, о чем я чуть ранее говорил. Минус $1500. Есть плюс, прямо при вас останавливая бота, показываю, что это действительно остановил только что бота. Всем привет, друзья! В этом ролике мы с вами в такой обстановочке пройдем весь путь работы на смартфоне. То есть от момента запуска торгового терминала, что нужно делать, какую кнопку куда нажать для того, чтобы запустить автоматически торгового бота. Это частый вопрос, который задают как раз-таки мне в поддержку, нам в поддержку задают, мне в личный аккаунт пишут. Поэтому показываю все от и до, всю самую базовую важную информацию. Погнали! Первым делом открываем наш торговый терминал POSignals. Можно перейти на сайт posignals.com, ссылка находится в описании по данным роликам. Далее я перехожу в суперграфики, то есть наш SpectraCharts. Нажимаю кнопку, все, перешел. У меня нету экранов вообще совершенно. То, что вы сейчас видите как раз. Просто нажимаем кнопку, самое главное, нажимаем кнопку «Новый экран». Больше ничего здесь выдумывать не надо. Раз нажали, все, отличненько открылось. Теперь нажимаем вот сюда, вот сейчас я обвел на экране. Это у нас как раз-таки будет размноживание экранов. Нажимаем, открылся такой список экранов. Далее, следующим шагом, что мы делаем? Просто жмем экран и добавляем так 15 графиков. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы одновременно на все графики накинуть сразу 15 торговых активов, на которых будет как раз таки работать торговый бот, на которых мы будем зарабатывать. Все, экраны открыты, но, видимо, они у нас одинаковые, идентичные. То есть евро, USD везде открылся. Что делаем? Просто переключаю для этого вперед. У меня они сразу стали разными. Но если вы только зарегистрировались, у вас немножечко все будет по-другому. То есть они у вас так сразу не переключатся, не будут уникальными. Для этого нужно перейти в настройки, правый нижний угол экрана. Далее здесь настройки не выставлен тип рынка OTC, на нем торгую, потому что активов много высокодоходных. Далее есть категория акций, валюта, крипта, то есть можно все включить. Я вот крипту, видимо, случайно включал, валюта, крипта, акции, все включил. Доходность от 90% для того, чтобы брать в работу и зарабатывать только на высокодоходных активах. Низкая доходность ниже 89%, то есть это значит, что он будет помечаться как низкая доходность и будет автоматом переключать. Как раз таки об этом вот эта настройка нас оповещает, то есть переключаем низкодоходные активы. Автопереключение всех пар стоит на 3 минуты по стандарту, по дефолту, и уникальные пары, вот эту настройку обязательно включаю. Это как раз то самое, о чем я чуть ранее говорил, чтобы все активы у нас стали уникальными. Также, чтобы разом все активы переключались, переходим в настройку терминал. Здесь у нас смотрим, какие настройки у меня включены, то есть таймер закрыть свечи, показать сетку, все включено, горячие клавиши включены, это для компьютера. Масштаб крупный стоит, отступ справа стоит большой. И запоминать зум графиков стоит. Далее. Вот это очень важная настройка, массовые действия. Это как раз необходимо для того, чтобы массово переключать все графики, и чтобы они все были уникальными, массово скрипты будут навешиваться, сигнальные боты. Далее переходим в раздел «Звук». Здесь мы видим звуки сделок, то есть можете включить, можете выключить так, как вам удобно. Сигналы скриптов я выключил для того, чтобы они мне просто не мешали. И закрываю данное окно. Все, здесь у меня все настроено. Следующим шагом что можно делать? Нужно повесить на график скрипт, который будет автоматически у нас работать, торговать. И перед этим еще важная настройка, о которой не многие знают, как работать на смартфоне. Если провести свайп пальцем вот по вот этому меню, то есть по вот этому разделу, например, влево или вправо, у вас будет переключение активов из вот этого списка. То есть видим сейчас евро USD. Я просто делаю свайп в сторону. У меня открылся следующий актив USD PKR. То есть вот здесь вот видим USD пакистанские рупий. Открываем. Второй актив включился. То есть обычным свайпом мы можем переключать активы. То есть очень быстро переключаться. Видим, уже дошли до евро ГБП. Отличненько. Об этом не все знают, поэтому важно такие моменты знать. Это все для удобства и для быстрой работы создано. Далее нажимаем скрипты. Я у себя в скриптах нахожу, в моих скриптах все скрипты. Давайте Pullback Rider. То есть это тоже один из новых ботов, я их периодически тестирую, то есть уже тестировал, отработал. Давайте повесим на график. Все, он у нас открылся. То есть вот у нас, значит, бот открыт, уже появился на графике в данном случае. Далее, что хотел бы показать реалии, для того, чтобы вы понимали, что бывает на рынке, что бывает даже реально, у старичков в трейдинге, то есть даже у меня, что бывает, минусы. Перехожу в авто, открываю историю торговли, на смартфоне находится кнопочка, вот здесь вот эта кнопочка. Нажимаю, видим историю, то есть последний тест у меня был $214 плюсом, $154 плюсом, минус $1500. Тестировал бота, прекрасно работал бот, на самом деле очень хорошо отработал, вы просто посмотрите, 562 сделки в плюс, 583 в минус, 1197 сделок провел, только потом ушел в минус. То есть приблизительно 1097 сделок, они были плюсовые. И вот последние 97, это, к сожалению, серия оказалась минусовой. Также спускаемся вниз, до этого зато у меня были очень хорошие сессии. По импульсу
$3500. По режим Switch $1651. И видим далее, ну, то есть можете сами посмотреть, какие были результаты. Все реально, ничего от вас не скрываю. То есть все свои сделки, как все происходило, как все работает. Следующим шагом запускаю данного торгового бота. Здесь настройки тоже ничего из параметров бота не трогаю. Он и так уже настроен на достаточное количество сделок. То есть там их небольшое количество, но при этом достаточно интересно отрабатывает. Буду работать только на 5 секундках, потому что время у меня ограничено. Сейчас сжато. Прям несколько сделок закроем. Посмотрим, как отработка идет. И на этом будем завершать. Торговать я буду конкретно в данном случае по мартингейлу, то есть нажимаю авто. Здесь видим бот, скрипт-сигнал стоит pullback rider, то есть текущий скрипт наш. Далее стратегия, здесь видим догон и компенсацию. Ага, переходим на настроечки. Второй пункт как раз таки меню раздел. Здесь переключаю на мартингейл. Далее первую сделку я буду открывать. Давайте по $50. Не буду здесь наглеть. По $50 это занижение моего риск-менеджмента в несколько раз. Коэффициент 2,2 оставляю, максимум шагов делаю 6. Обычно я, конечно, в последнее время занижаю свой депозит, стараюсь занижать, точнее сумму первой сделки и открывать как раз-таки побольше лучше шагов, чтобы было спокойнее, чтобы боту было пространство для маневра. Далее вход на 5 секунд оставляю на следующей свече, то есть на 5 секунд, все как есть, отличненько. Минимальная доходность 90%, и здесь выбираю максимум сделок 5000, пусть остается специально, чтобы не ограничивать боту ничем. Сам буду регулировать, тормозить. Take Profit $2000, стоп-лосс $2750. В принципе, это маловато на самом деле. Стоп здесь надо передвинуть. Почему? Потому что максимальный риск у меня, видим, вот здесь это $4682. Ограничение стопом просто здесь разрушит как бы вот эта настроечка, все испортит мне. Поэтому на $4700 делаю стоп. Даже можно его вообще, в принципе, здесь лучше выключить. Take Profit пусть $2000. И запускаем просто кнопку на реал. Просто жмем сюда на реал, когда все проверили, все оттестировали. То есть перешли вот в первую настройку, сводка запуска. И здесь проверяйте все свои настройки. То есть вот в этом меню настроек быстренько пробегаете и смотрите, правильно ли вы заполнили здесь все настройки. Можно посмотреть сделки по сериям, какую прибыль на каком шаге вы получаете при перекрытии. Все, запускаю на реал и будем просто дожидаться. Дожидаться, когда бот отработает, закончит. Можно открыть данный торговый терминал, смотреть, как он отрабатывает. Можем же просто открыть вот эту вот настройку автоторговли и смотреть, как закрываются сделки. Здесь есть 3 точки у нас также, как и на компьютере, то есть на компьютере, на смартфоне все настройки идентичны, только расположение немножечко отличается. Есть сводка запуска. Если вы вдруг вспомнили ни с того ни с сего, да что такое, я не помню, как я настраивал. Нажимаем сводку запуска, смотрим, правильно ли вы все настроили. Также, если у вас уже какой-то шаг, например, там 4-й, 3-й минус идет, вы можете сбросить к первой сделке. То есть вот эта настройка отвечает за сброс. И бот начнет снова с первой сделки работать. Он не будет дальше закапываться в минус глубокий, если вы сами принудительно его захотите остановить данной настройкой. И также у нас здесь есть следить за графиком сделок. Что такое следить? Это бот сам будет фокусировать на текущем открытом активе. То есть где открыта сделка, туда он будет у нас автоматически фокусироваться. То есть переключаться. То есть, например, сейчас евро GPI, там сигнал, например, на каком-то активе появился, бот автоматом переключится. Ошибку я допустил, и я не переключил таймфрейм как раз-таки на 5 секунд. То есть стратегия под 5 секунд, тут, видите, немножечко в такой обстановке отвлекся и не обратил внимания. На 5 секундке переключился, все активы должны быть 5-секундными, проверяя, все верно. И теперь ждем как раз-таки сигнала. То, о чем я говорил, фокусировка. То есть следить за графиком сделки. Вот эта вот настроечка. Я ее нажимаю для того, чтобы меня автоматически перебрасывало на открытый график. То есть, видим, галочка появилась. Вот здесь есть галочка, значит, будет автоматом фокусироваться. И история автоторговли, то есть это как раз-таки вот она у нас история открывается прямо с этого меню. Первая сделка Johnson & Johnson пошла в работу. Может быть минус, это нормально, поэтому я включил мартингейл для того, чтобы мне перекрыться в плюс. Почему я запустил, объясняю, мартингейл, а все стратегии тестируем догон на компенсацию? Потому что я знаю, что по истории сделок я просмотрел, то есть что ситуации, где было по 5, по 6 минусов подряд, они не сказать, что критичные, да, они бывают, и это, конечно, может привести к минусу. Но я знаю, что, например, за 5 минут записи ролика, то есть за 5 минут торговли под ролик, страшного ничего не случится. То есть просто открываю сделочку, отрабатываем. Да, 2 минуса есть на 5 секундке, это, конечно, очень рисково, это достаточно нервно. Если я сейчас только буду смотреть терминал, то я думаю, тут у меня нервы жестко будут шалить. Вот, видим, есть 3 минуса, это нормально, по NGN USD. Дальше ждем просто и наблюдаем, как будет отработка. Идет 4-я сделка у нас, тоже минус. Сейчас 5-я сделка в работе.
Бам, ну вот такое бывает, вот о чем я говорил, то есть вот они ситуации не часто, но вот именно даже на старте такое бывает, бот перекрылся, я уже думал, ну все, ё-моё, видео не удастся, хотел показать, как запустить, а в итоге, да, будет минус. И показываю, как есть, такая ситуация вот сложилась, да, 5 минусов подряд, это нормально, потому что некоторые говорят там, ой, вот этот бот меня сливает, да никто вас не сливает, поверьте, у нас все боты открыты, то есть скрипты, если у кого-то, какого-то бота закрыт как раз-таки код скрипта, вы можете написать мне, сказать, Ник, я хочу посмотреть там твоего бота там или этот скрипт, хочу изучить его, понять, как он работает, возможно, где-то доработать, пожалуйста, запускайте, открывайте, просто пишите мне в личку, да, я вам там открываю скрипты или в чате напишите, в нашем партнерском, кстати, присоединиться можно по ссылке под этим видео, по signals.com, как раз таки наш торговый терминал, просто на нем регистрируйтесь, больше ничего делать не надо. И да, в реал-тайм записываю, то есть это не запись какая-то ролика, в смысле, ну, не подстановка, да, там, синхронизация, это реально прям в реал-тайм, сейчас вот записываю экран, запись активирована. Ждем, когда еще будет сигнал, пока что тишина, чего-то ничего нету, давайте массово переключу, может где-то раньше появится. Давайте дожидаемся. Есть еще открытая сделка по Outcut на $50 вверх. Догон на $110 открылся. Ну давай же, давай. Не подведи, как вот, блин, на догон на компенсацию открывал, там столько плюсов подряд, там буквально 15 плюсов подряд было. Мне даже партнер написал, Ник, блин, сделай, чтобы реверсивные сигналы были. Вот у меня, наоборот, чаще, говорит, минус ловит, а у меня чаще плюсы ловил. Я говорю, сейчас сделаешь реверс, у тебя в других ситуациях будет минусить. Тут важно понимать, что надо за ботом в любом случае следить. Например, сейчас заработал $362 суммарно за как раз, ну вот сколько здесь сделок суммарно. 9 сделок, 3 плюса, 6 минусов на текущий момент. При этом самый факт, что в плюс $362 сижу. Как бы я могу сейчас забрать эти деньги, он как раз здесь возле торгового стою, просто поставить их на вывод и пойти их тратить. Ну, уже, грубо говоря, да, там обменять через P2P или там в наличку вывести. Здесь недалеко у меня обмен в нал как раз. Важно, самое главное, это не пересиживать. Неважно, руками торгуешь, ботом. Бот не имеет никаких эмоций, у него строго задан алгоритм. На 5 секундках, сразу говорю, да, то он более шумно, и алгоритмы, конечно, могут отрабатывать хуже. Почему? Потому что 5 секунд это шум. А оптимально это приблизительно где-то от 5 минут, я вообще считаю, ну, если прям такого для более медленной торговли, для более глубокого, что правильный анализ, от 5 минут и старше. Минутки, соотношение риск и скорость, и как раз-таки качество, ну, такой вот, скажем, баланс, некий баланс на М1. Поэтому можно также на М1 поработать. $470 уже есть. Думаю, еще прям один плюсик, два плюсика закрываю. И все, я останавливаю запись данного ролика, потому что это уже хорошая, реально хорошая сумма. Но вот просто представьте, даже в рубли там переводим, пусть 35 тысяч, грубо говоря, рублей где-то заработал сейчас. Где столько вы заработаете за несколько минут? Да нигде. Вот и я так считаю, что нигде. Я потому что, когда работал еще продавцом в Магните, у меня 32 тысячи, заместительный директор ТВР, да, был должность, за месяц зарабатывал 32 тысячи. С учетом аванса, то есть это уже после вычета всех налогов, 32 тысячи рублей. Блин, сейчас, я не знаю, сколько получает, напишите в комменты, если кто-то в курсе. Интересно, например, послушать, посмотреть, что же, сколько, точнее, какие, ну, заработки сейчас на текущий момент в таких сферах торговля. Напишите вообще в целом, у кого какая зарплата, даже интересно почитать и просто сравните. Вот сейчас $516, 5, 8, 40 тысяч заработал, да, сейчас 80 рублей где-то курс доллара. Просто где еще столько заработаешь? Да, все зависит как раз-таки от стартовой суммы. У меня на текущий момент на депозите $28 200. Да, проще, я не спорю, работать. Чем крупнее у тебя сумма депозита, ты можешь выделить определенную сумму на тесты, определенную сумму для торговли, для выхода в плюс. Заработал, вывел. Проще, не спорю. Поэтому я работаю с таким депозитом, я прямо это говорю открыто. Тяжелее, не спорю, работать, стартовать психологически с маленькой суммы. Когда стартуешь на $100, твоя минимальная сумма на сделку $1. Ну, или 80 рублей, там, если в рублевом эквиваленте. 80, там, 100 рублей, смотря сколько на бирже на данный момент будет. И психологически хочется заработать все и сразу. Сразу $100 в день и сразу $100 хотя бы в месяц, то есть 100% депозита. Но так не работает, так не бывает. Поэтому заработали там какую-то там фиксу, 10% заработали за день, остановились, 5% заработали. Это очень большие деньги. Я всегда привожу пример. И сейчас еще раз давайте приведу. Представьте, любой банк, любой фонд, вообще банк любой страны, какой банк вам предложит более 5%, там, я не знаю,
В день, в неделю даже. В месяц никакой банк больше 20% не даст. Я не знаю, где там сейчас даже большие ставки есть процентные. Здесь же зарабатываешь буквально там за несколько минут. Даже вот сейчас заработал там сколько? $562 от 28 тысяч долларов. Это уже большие деньги, достаточно ощутимые для того, чтобы просто там прожить несколько дней. Всё. Для кого-то несколько дней, для кого-то месяц. Поэтому во всем есть понятие, то есть скорость, относительности. Вы должны это тоже понимать. Пока что сделок не находит бот, давайте еще одну дождемся. Закроемся плюсик, будем завершать ролик. Уверен, что у вас всех все получится. Если у кого-то есть какие-то вопросы, что-то не получается, переходите на наш сайт, просто создавайте аккаунт, сразу увидите нашу ссылочку внизу странички, там ссылка «Связаться с поддержкой». Связывайтесь с поддержкой, помогаем вам, проводим практически за ручку, что-то непонятно, подсказываем, проверяем, узнаем, я имею в виду в плане того, что у вас там за ошибка, все разбираем, помогаем, подсказываем. Все получится. То есть мы никого не оставляем без помощи, никого не бросаем на произвол, так сказать, судьбы. Нету сигнала, вот по SAR цена был, не знаю, возьмет сейчас сделку, не возьмет. Смотрим, наблюдаем. Пока что нету. Не взялась работа. Есть еще одна сделка в работе, сейчас закроется. Минус чувствую, давай, догон. Смотрим, догон, минус или плюс. Пока что минус, это нормально, ждем новый сигнал. Есть сделочка еще одна в работе. Дожидаемся. Минус, берет догон бот. Давайте, Джонсон Джонсон. Подведешь, не подведешь? Есть плюс, прямо при вас останавливая бота, показываю, что это действительно остановил только что бота. То есть прямо под запись, то есть торговала. Не запись экрана, там какой-то самой своей хорошей сессии, в какой-то хороший момент. Нет, все в реал-тайм. То есть все заработал, плюсик есть, вовремя остановился. Вовремя остановился, забрал прибыль. 19 сделок, 8 плюсов, 11 минусов. При этом я в плюсе на $650. Это, чуть более 40 тысяч рублей. Это хорошие деньги, поэтому на этом завершаю. Уверен, что у вас также все получится. Данная такая инструкция по запуску ботов готова, поэтому пользуйтесь всегда, как шпаргалкой для вас. Обязательно зарабатывайте много денег. Будьте счастливы. Пока-пока.